Привет, друзья! У каждого человека в этой жизни, почти у каждого, есть свой собственный день, который начинался совершенно обычно, а заканчивался так, что о нем потом вспоминаешь всю свою оставшуюся жизнь. Да? Представьте себе теперь обычное летнее утро. Мать с сыном выходят на пробежку по горной тропе, прихватив с собой двух собак. На самом деле, тысячи жителей Южной Калифорнии делают нечто подобное каждые выходные. Но именно утром 18 июля 2026 года один шаг превратит эту пробежку в настоящую гонку со временем. И даже сами врачи не будут до конца представлять, с чем им придется столкнуться. Удивительное в этой истории то, что ее виновник просто исчезнет в кустах, словно ничего и не произошло. Но начну я с главного героя. Это Джей Кентроп, ему 22 года. Он игрок бейсбольной команды Citrus колледжа в Калифорнии. Только что парень получил приглашение играть на университетском уровне и параллельно готовился к поступлению в магистратуру этой же осенью. Для того, чтобы оплатить свою учебу, приходилось работать две смены, а в свободное время он ходил с семьей в горы. Участники этого инцидента были опытными туристами, знали, что в предгорьях Южной Калифорнии водятся гремучие змеи и всегда были на чеку. Казалось, ну что может пойти не так у людей, которые так осведомлены и хорошо подготовлены. Все произошло на тропе Клэрмонт Уайлдернесс, недалеко от парка Хиггинботтом в городе Клэрмонт, штат Калифорния, еще раз для ремарки. Это популярный маршрут в предгорьях Сан-Габриэл, куда местные жители выбираются на пробежки, велопрогулки и семейные походы каждые выходные. Путь проходит через сухой кустарник и каменистые склоны. И именно такой ландшафт гремучие змеи любят больше всего, потому что среди камней легко спрятаться, а открытые участки быстро прогреваются солнцем. И в какой-то момент похода Джейк с одной из этих двух собак оказывается впереди матери на несколько шагов. Он огибает очередной поворот тропы и внезапно чувствует резкий удар в ногу. Чуть позже он уже будет рассказывать, что до самого укуса он ничего не заметил, и опасность скрывалась прямо именно за поворотом. Машинально он опускает взгляд вниз и видит на ноге следы от клыков, после этого разворачивается и лишь тогда уже замечает саму гремучую змею. Она уже к этому моменту свернулась кольцом, громко зашипела и почти сразу скрылась обратно в кустах. Вся эта встреча заняла буквально несколько секунд. Точный вид нападавшей рептилии назвать сложно, но в предгорьях Лос-Анджелеса, где расположен Клэрмонт, чаще всего встречается именно южная тихоокеанская гремучая змея. Она может достигать своих размеров по длине около метра и прекрасно маскируется среди сухой травы и камней и обычно атакует только тогда, когда чувствует непосредственную угрозу и не видит возможности спокойно уползти. В этом, как говорится, и заключается главная опасность. Заметить такую змею бывает очень-очень трудно, потому что ее окраска очень хорошо сливается с окружающим ландшафтом. И поэтому человек нередко оказывается рядом, раньше, чем вообще начинает понимать, что она там находится. И именно поэтому подобные встречи нередко происходят буквально в последний момент. Давайте теперь кратенько разберемся, как работает яд гремучей змеи, потому что это не какой-то один токсин, а целый коктейль ферментов, которые атакуют организм сразу по нескольким направлениям. Одни компоненты разрушают ткани в месте укуса, вызывая отек и повреждения сосудов. Другие бьют по свертыванию крови, снижая количество тромбоцитов и провоцируя внутренние кровотечения. А третьи воздействуют на нервную систему, вызывая слабость мышц, нарушая зрение и потерю координации. Чем глубже укус и чем больше яда попало в кровоток за один раз, тем быстрее и агрессивнее на это все дело реакция организма. И, соответственно, эта логическая цепочка объясняет, почему у Джейка все пошло настолько быстро и настолько плохо.
Возможно, вы не знали, но гремучая змея не всегда вводит свой яд на полную мощность. Существует так называемый сухой укус, то есть укус, который происходит совершенно без яда. И это своего рода предупредительный сигнал. Но если змея чувствует прямую угрозу, то происходит совершенно противоположное, и в этом случае она вводит уже максимально возможную дозу. И, судя по скорости и тяжести симптомов у Джейка, произошло именно второе. Мать услышала его крик, бросилась на помощь, но самое главное здесь еще и везение, без которого этот рассказ мог бы закончиться совершенно иначе. Неподалеку, на той же тропе, оказалась знакомая семьи, которая работала медсестрой. Она сразу подключилась к ситуации, держала Джейка за руку и уговаривала не паниковать, чтобы учащенный пульс не разгонял яд по организму быстрее. Это простое действие, но именно оно, возможно, выиграло драгоценные минуты. А минуты в этой истории были очень и очень критичны, потому что симптомы развивались со скоростью, которая пугала даже самого Джейка. Позже он рассказал, что первые 2 минуты поднес руку к лицу и не смог ее разглядеть. А мать потом вспоминала, что 2 суток наблюдала, как у сына непроизвольно подергиваются мышцы, глаза и губы. По ее словам, это было по-настоящему страшно, и на самом деле ее очень даже можно понять. Джейка экстренно эвакуировали вертолетом в травматологический центр, и на этом месте история делает совершенно неожиданный поворот. Врачи начали вводить антивенин. Это специальный препарат, который нейтрализует токсины змеиного яда. В США для этого чаще всего используют 2 типа. Это Крофаб и Анавип. Лечение обычно начинается с 4-6 флаконов Крофаба или примерно 10 флаконов Анавипа. Но уже очень скоро стало понятно, что этот случай выходит далеко за рамки обычного. Джейку ввели целых 20 флаконов, и этого оказалось недостаточно. И тут стоит дополнительно объяснить, что собой представляет один такой флакон антивенина, потому что цифры сами по себе, скорее всего, мало о чем говорят. Каждый флакон – это не готовая жидкость, а герметично запечатанный порошок с очищенными антителами. Перед использованием его растворяют, затем добавляют в пакет с физраствором и уже после этого медленно вводят пациенту через капельницу. Обычно такая инфузия занимает около часа. При этом начинают с небольшой скорости, чтобы врачи могли сразу заметить, не появится ли аллергическая реакция на сам препарат. И здесь сразу возникает еще один следующий логичный вопрос. Как врачи вообще понимают, что доз хватило и когда пора остановиться? Ответ, конечно же, построен не на какой-то там интуиции, а на конкретных показателях. После каждой порции антивенина врачи заново начинают проверять кровь пациента, смотрят на свертываемость, количество тромбоцитов и уровень фибриногена. Параллельно оценивают, продолжает ли расти отек на месте укуса и не появляются ли новые симптомы кровотечений или проблемы с дыханием. И если через час после такой капельницы показатели продолжают ухудшаться или не сдвигаются к норме, это и есть сигнал, что яд еще активен в организме, и врачи вводят следующую порцию. Лечение считается достаточным только тогда, когда отек перестает расширяться, а анализы крови начинают устойчиво возвращаться в норму. Именно поэтому у Джейка счет пошел не на одну повторную дозу, а именно на десятки. Организм продолжал реагировать на яд, показатели крови не стабилизировались, а запас антивенина в этой больнице неожиданно закончился. Представьте себе, представьте эту ситуацию с точки зрения врачей. Перед вами пациент, состояние которого требует продолжения терапии, а на складе пусто. И единственный выход в такой момент – это переправить пациента туда, где сыворотка еще есть. Джейка на машине скорой помощи перевезли в окружную больницу Лос-Анджелеса, и там ему ввели еще 14 доз антивенина. В сумме это дало 34 флакона сыворотки на одного человека.
Для сравнения, по данным американского реестра укусов змей, при типичном тяжелом отравлении медианное количество вводимых доз в среднем составляет около 10. Но Джейку потребовалось в 3 с лишним раза больше. И 3 дня парень в итоге провел в реанимации. Но постепенно показатели начали приходить в норму, организм справлялся с последствиями, а спустя почти неделю он уже мог передвигаться с помощью костылей. Но давайте посмотрим на эту ситуацию немножко шире, потому что этот случай, он не единичный. 2026 год оказался для Калифорнии в целом по-настоящему необычным сезоном гремучих змей. Местная служба токсикологического контроля к середине лета зафиксировала уже более 250 обращений, которые были связаны непосредственно с укусом гремучих змей. При том, что за целый год таких звонков обычно не больше 200. То есть штат превысил годовую норму, даже еще не дойдя до конца лета. И это тоже еще не все, потому что в этом году в Калифорнии зафиксировано уже 3 случая с летальным исходом от укусов ядовитых змей, при том, что обычно в штате в среднем происходит меньше одного такого инцидента за целый год. 25 февраля от последствий укуса, полученного во время катания на горном велосипеде в городе Ирвайн, скончался гражданин по имени Хулиан Эрнандес, которому было всего 25 лет. Уже 14 марта на тропе в округе Вентура была укушена Габриэла Баутиста, и ей было 46 лет. И, к сожалению, она не смогла справиться с последствиями этого отравления через 5 дней. 8 апреля в округе Мендосино погибла 78-летняя женщина, которая была укушена змеей сразу несколько раз на своем собственном участке. Такой всплеск тяжелых случаев специалисты называют крайне необычным и действительно вызывающим серьезную тревогу. Одной из главных причин они считают аномально жаркую погоду. Из-за нее змеи активизировались еще в конце зимы и начале весны, поэтому вероятность встреч с людьми заметно выросла задолго до традиционного пика сезона, который обычно приходится в период с апреля по октябрь. Таким образом, логика очевидна: чем дольше сезон активности, тем больше людей случайно пересекается с ними на тропах, а чем больше таких пересечений, тем, соответственно, выше шанс, что в статистике будет еще один человек, который оказался в неправильное время и в неправильном месте. Еще раз хочу подчеркнуть, что антивенин, спасший Джейка, работает не так, как многие представляют по фильмам. Это не противоядие, которое мгновенно нейтрализует опасность одной инъекции. Современные препараты состоят из антител, полученных из крови животных, и чаще всего овец или лошадей, которых предварительно иммунизировали малыми дозами змеиного яда. Эти антитела связываются с молекулами токсина и постепенно вытесняют его из ткани организма, позволяя печени и почкам справиться с остатками. Именно поэтому лечение растягивается на часы, а не на минуты, и именно поэтому при тяжелых случаях требуется вводить новые порции антивенина снова и снова, пока анализы крови не покажут, что процесс остановлен. История Джейка Энтропа закончилась благополучно. Сам он уже строит планы на возвращение в баскетбол и признается, что не собирается отказываться от походов. Только теперь будет куда внимательнее смотреть под ноги. Но есть и практический урок, который стоит вынести из этой истории. Простые правила, знакомые каждому туристу, работают. Держать дистанцию от кустов и высокой травы, не совать руки и ноги туда, где не видно, что впереди, не ходить в одиночку и обязательно сообщать кому-то маршрут и время своего возвращения. Именно то, что рядом с Джейком в критический момент случайно оказался человек с медицинским образованием, а его мать была рядом и могла быстро вызвать помощь, в итоге спасло всю эту ситуацию. Но ведь на самом деле могло быть иначе. Когда слышишь про укус змеи, кажется, что главное это успеть довести человека до больницы. Но оказывается, что это только половина дела. А дальше все зависит еще от того, хватит ли нужного препарата. И везде, где люди соседствуют с ядовитыми змеями, а природные маршруты
становится все популярнее, врачи неизбежно сталкиваются с одной и той же дилеммой. Сколько антивенина держать в резерве? Ведь никто не может заранее предсказать, потребуется ли пациенту стандартный курс лечения или десятки флаконов, как это произошло с этим парнем. И именно такие редкие случаи иногда заставляют пересматривать подходы, которые еще вчера оказались вполне достаточными. Правда? В этой истории было на самом деле немало моментов, которые заставляют задуматься. И мне, конечно, очень интересно узнать, что именно удивило или зацепило лично вас. Напишите об этом в комментариях, с удовольствием почитаю ваше мнение. Ну, и на этом будем заканчивать. Если этот ролик был для вас интересным, не забудьте поставить лайк и, конечно, подписывайтесь на канал, если вам нравятся такие подробные разборы реальных событий. Спасибо, что досмотрели до конца. Всего вам самого доброго. До новых выпусков и пока.